Всем привет, всем привет! Заходите на посиделочки. Сегодня у нас подсказки. Кому нужны подсказки? О, такой дым! Пишите подсказки. У нас будет 5 колод. Можете написать прям на всех. Подсказки на всех. Вот у нас свечка будет здесь гореть. Вам не будет видно, правда, но вы знаете, что здесь свечка горит. Вот. Подсказки у нас будут на таких вот картах. Подсказки Вселенной. Так, первая колода. Вот маленькая колода, сейчас достану. Вот маленькая колода. В общем, у нас будет 5 колод. Если подсказки нужны на 5 колодах, так и пишите, что подсказки на 5 колодах. Если что-то там будет плохо слышно, вы напишите. Я, может быть, сделаю погромче, если это поможет. Вот. Потом у нас третья колода, это вот такие вот, на такой вот колоде подсказки. Четвертая колода, это вот девочка с шариком. Мне в этот раз написали девочка с шаром. Так. И пятая, это у нас из будущего. Послание из будущего. Вот, 5 у нас колод. Если нужны подсказки на 5 колодах, пишите. Подсказка на 5 колодах. И будем смотреть на 5 колодах. Мне, как всегда, не хватает места. Мне нужен больше стол. Желательно, я не знаю, очень огромный, да? Так, ладно. Пишите, кому нужны подсказки. Подсказки у нас бесплатные. Поэтому пишите. Если есть какие-то предложения по раскладам, по общим, тоже можете написать в Telegram. Или сюда можете написать под видео, только не во время эфира, а после эфира под видео в комментариях напишите темы для общих раскладов. Может быть, мы эти общие раскладики сделаем на прямых эфирчиках. Посмотрим. Кому нужны подсказки, в общем, пишите подсказки на всех колодах, да? Здравствуйте, можно вопрос? Welcome world. Какой вопрос? Смотря какой вопрос. Если у вас личный вопрос, то он платный. Я имею в виду, если по раскладам. А если такой вопрос, напишите. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. Подсказки на 5 колодах. Или на основной колоде, или на 5. Если вам нужны подсказки на всех, пишите подсказки на всех. Просто подсказка напишите, то на одной колоде посмотрю. Пока никто не спрашивает, давайте сделаю общий расклад. Будет послание из будущего, 10 посланий из будущего. Вы можете выбрать цифру. Так, сейчас я напишу. 10 посланий из будущего. Вот, и можете выбрать. Это чувство, я поняла, это личный вопрос, он платный. Личные вопросы, такие вопросы, они платные. Это уже по раскладам, это вам нужно делать расклад лично для вас. Вот. Сейчас смотрим 10 посланий из будущего. Загадывайте от 1 до 10 циферку и подумайте о вашем вопросе. Что вас волнует, что вас интересует. Просто подсказка из будущего на сейчас. Вот. Сейчас сделаем сначала общий расклад. Будет 10 посланий из будущего. Да? Вы выбираете пока циферку. Или одну можно выбрать, или несколько. Вот. А потом мы сделаем подсказки. Подсказки, если вам на всех колодах, то напишите об этом. Если просто напишите подсказку, то будет на одной колоде, на основной. Вот сейчас посыпались послания из будущего.
надо заниматься йогой, чтобы их достать. Надо залезть под стул. Если потом нужны будут ответы на вопросы платные, я ссылку прикреплю. Давайте сейчас послание из будущего. Так, смотрим. Послание из будущего. 1. Единички. Вам послание. Не нужно казаться тем, кем не являешься. Ты лучше, чем ты о себе думаешь. Цветок не соревнуется с другими цветами. Он цветет для себя. Видите? Такое вам послание. 1. Так, 2. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Вы чувствуете правильно, видите? Прислушайтесь к своим чувствам. Так, кто 3 позицию загадал? Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. 4. Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется это невозможно. То есть все возможно, напишите. 5. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? 5, а у вас развилка, видите? То есть вы подумайте еще раз, правильно ли вы выбрали свою дорогу? Или как бы, может, лучше что-то другое? Так, 6. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Это были 6. 7 кто загадал? 7. Не сдавайся, доведи начатое до конца. Не сдавайтесь. 8. Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. 8. Перестаньте это делать. Что вы там делаете? Перестаньте это делать. Так, 9. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. 10 позиция. Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Вот. Такие вот послания из будущего. 10 посланий. Теперь подсказки. Пишите, кому нужны подсказки. Или на одно, или на всех. Сейчас буду смотреть чатик, читать и подсказочки давать. Да, здравствуйте. Всем привет. Всем большой-большой привет. Да, можно подсказки на всех? Можно. Сейчас у нас Юлия сначала подсказка на всех, потом Анна Марчук. Так, для Юлии. Так, у меня тут что тут? У меня диджей, где тут диджей? Под конец эфира просто нормальный диджей начинает играть, но я его не могу найти никогда. Вот. Ладно, думаю, найдется. Так, давайте. Юлия, для вас подсказки на всех. Синенький такой кружочек. Вот и буква Ю так, да? Юлия. Послание. Так, подсказка. Для Юлии. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Так. Для Юлии подсказка. Добро всегда возвращается. Делитесь добрыми делами с другими. Я вот думаю, вот если бы у меня было 10 колод, например, по подсказкам, я бы всем 10 бы что ли пришлось читать.
Так, для Юлии подсказка. Доверьтесь своей интуиции, она вас не подведет. Красивая подсказка тоже. Для Юлии подсказка. Не сдавайся. Если не будешь бороться, считай, ты уже проиграла. Видите, не сдавайтесь. Ирина, добрый вечер. Да, можно подсказки на всех. Вы будете после Анны Марчук. Сейчас у нас Юлия. Для Юлии послание из будущего. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Что вы там забыли? Ну-ка, вспомните, что вы там упускаете. Так, Юлия, спасибо, что пришли на эфирчик. Лайки там ставьте. Поставьте лайк, мне будет очень приятно. Вот. Так, Анна Марчук у нас сейчас. Анна Марчук, подсказка. Мечтайте и действуйте, ваше желание обязательно сбудется. Юлия, спасибо. Вам тоже спасибо, что на эфирчик забегаете. Так, Анна Марчук. Что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Что вам хочется больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Кайфаните, кайфаните. Сделайте вот то, что вы хотите. Так, Анна Марчук, подсказка. Любите себя. Перестаньте искать причины, по которым вы недостаточно хороши. Любите себя. Анна Марчук, подсказка. Умерь свое эго, хватит зацикливаться на себе, это не центр вселенной. Слушайте, они противоречат, да? Одна говорит, любите себя, но это говорит о том, что, тут границы нужны, границы. Любите себя, но собственное эго аккуратнее там. Ограничивайте немножко. В общем, все должно быть под контролем. Все в меру, а то как, развертись там душа нараспашку, да, и все. Немножко, надо знать меру. Привет, Максим, привет. Так, давайте, послание из будущего для Анны Марчук. Ты на верном пути, твой план верный, ты достигнешь успеха. Вот. Есть такое, Анна Марчук. Раз уж разгон взяли, да, зачем нам тормоза? Да, спасибо, Анна Марчук, что приходите на эфирчики. Кто в эфире, ставьте лайки, мне будет очень-очень приятно. Давайте дальше у нас Ирина. Для Ирины подсказку посмотрим. Ирина, подсказка. Время сделать передышку и набраться сил. Время сделать передышку и набраться сил. Спасибо, Анна Марчук, вам тоже спасибо. Для Ирины подсказка. Негативный опыт – это тоже опыт. Ищите плюсы и делайте правильные выводы. Ой, какой-то опыт у вас, какой-то опыт. События, связанные с опытом. Так, для Ирины подсказка. Не пытайтесь понравиться всем. Не пытайтесь понравиться всем. Это невозможно. Для Ирины подсказка. Будь экономнее. Никак у тебя не получается тратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Будь экономнее, говорят. Это у многих такое. Что поделать. Как есть, так есть. Бывает. Так, для Ирины послание из будущего. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время.
Вам нужно с друзьями встретиться. Ну что, кому еще подсказки там? Кто там не пишет? Кому нужны подсказки? Пишите подсказки. Давайте тогда сделаем общий расклад. Что сделать, чтобы неделя была хорошей, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать и что не делать, чтобы неделя классная была следующая. Давайте будет 3 варианта. Можете выбрать любой. Так, что первое, единички, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Ну, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно тут пахать и пахать, как бы, видите, брать на себя вот эти все обязательства, которые вы уже взяли, делать, то есть брать ответственность за свои дела, за свои поступки, за то, что там надо сдать куда-то документы, записаться к врачу, там, да, сдать какой-то отчет, в общем, вот все, что вы запланировали, какие вот у вас есть планы, или то, что на вас там висят какие-то дела, которые нужно закончить, там, да, подать документы, или там что-то такое, или какая-то тяжелая работа, которую нужно все-таки добить, нужно сделать. То есть эта неделя для вас сложная. Берите на себя все, что вы должны сделать, и делайте. Чтобы неделя была классная, нужно уже доделать вот это вот то, что уж за что взялись, до конца нужно доделать, завершить, как бы тяжело это ни было, но нужно добить до конца, в общем, начатые дела, то, что у вас по плану. Вот. Но здесь вы можете делегировать, чтобы не так сложно было. А что вам не нужно делать? Вам не нужно проявлять себя как непрофессионал, как новичок, потому что у вас уже очень много опыта, вы уже очень много знаете. В общем, не включайте того, ну, как бы, что я ничего не знаю, как бы я тут не при делах вообще, как, ну, то есть, такого не надо. То есть, как будто вы неопытны, ничего не знаете, и вот. Вам нужно брать ответственность за свою жизнь, за свои дела, за свои там поступки, как бы брать и делать. Не надо говорить, что вот там я не знаю, узнайте. Ирина, благодарю, Алена, очень все в тему. Вас тоже благодарю, Ирина. Вот. Давайте сейчас посмотрим вторую позицию. Так, на следующей неделе, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Ну, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Вам нужно отдыхать. Если вы устали, вам нужен отдых. Если вы никого не хотите видеть, ну и нафиг с ними, ну, в общем, отключите телефон, побудьте там одни, не знаю, подумайте, вот, помедитируйте, у кого что там, займитесь йогой, в общем, побудьте наедине с собой. Если вы устали, отдыхайте. Чувствуете это вот состояние, когда вот вы устали, значит, вам нужно отдохнуть. Обращайте на это внимание, прислушайтесь к своей интуиции, вот к своим желаниям внутренним. Как тело вот вам говорит, что оно устало, например, ну, значит, вам нужно полежать, отдохнуть, да. Вот, может, кто-то в отпуске там кайфанет, отдохнет, да. Ну, в общем, нужен отдых. Находите время для отдыха. Сколько ни было бы работы, находите время для отдыха. Что не нужно делать? Не нужно все крушить, не нужно манипулировать, там, не знаю, не нужно брать инициативу в свои руки. Вам эту неделю нужно немножко отдохнуть. Вам не нужно брать все, типа я все сам смогу или сама там, да, я там все сделаю, все завершу, да я там все, у меня все по плану, там, да, вот так вот. Не берите на себя слишком много дел. Не будьте холодным человеком, не ругайтесь. Не будьте категоричным, вот, будьте помягче. Если кто-то хочет вам помочь что-то сделать, ну пусть помогает. Как бы, вот, находите время для отдыха, в общем. Здесь так. Третье, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно быть энергичным или энергичной, думать о своем будущем, о своей карьере, о каких-то своих планах, касаемых вашего будущего, да, и действовать. Нужно действовать, коммуникации, там вот это вот, активно болтать со всеми, общаться, брать телефоны, контакты. И, в общем, все ради вашего будущего. Заниматься своим будущим, если это касается карьеры, вы что-то хотите в работе, значит, это будет связано, ваши вот эти движения, активности с карьерой. Вот.
заводите новое знакомство. Ну, девушки тут они классно будут выглядеть, будут притягивать взгляды мужчин, вот, своей вот этой активностью, своей, не знаю, вот этой вот энергичностью. Будете притягивать энергию мужчин. Здесь нужно заниматься своим будущим. Что вы хотите, идите в эту сторону. Делайте вот эти действия для вашего будущего, для продвижения вперед. Карьера или не карьера это, но вот общения должно быть много, нарабатывайте. Что вам не нужно делать? Вам не нужно наблюдать, вам не нужно просто стоять и ждать, когда же вот что-то случится, и я вот наконец-то там, да, вот начну. Или вот я начну с понедельника, буду ждать понедельник, не начала там, да, ой, ну я следующий понедельник подожду. Ну, то есть вам не нужно ждать, вам не нужно бездействовать, это не нужно. Вам нужно проявлять активность, вам нужно узнавать, вам нужно общаться, новые знакомства заводить. Вот как бы вот у вас движение должно быть. Вам не нужно наблюдать, ждать, когда там рак на горе свистнет, и там опа, и все, значит, это сигнал. Нет, вам уже можно действовать, двигаться, узнавать, общаться. То есть вот эту любую информацию, в общем, все в ваших руках. Активничайте, активные действия. Это да, это вот надо. Вот. Подсказки, кому нужны, пишите. Подсказки. Если есть какие-то темы для общих раскладов на прямых эфирчиков, вы можете в Телеграме написать, ну, предложить там. Там можно предложить? Я, правда, не знаю, можно ли это сделать. Напишите лучше под видео в комментариях. Там, может быть, что-то я так подумала, там, наверное, нельзя. В общем, я не знаю. Напишите под видео темы для общих раскладов. Что мы еще можем посмотреть, например? Вот мы смотрим послания из будущего, 10 посланий, общий расклад. Мы, кстати, уже посмотрели немножко раньше, в начале видео. Сейчас мы посмотрели, что надо делать, что не надо делать, чтобы неделя была хорошая. Как бы тоже общий расклад. Можете еще что-то предложить, если что-то интересует? Давайте посмотрим еще общий расклад. Пока нету как бы подсказочек. Действовать или не действовать? Подумайте, что вас волнует, какой-то ваш вопрос, разговаривать ли о повышении с начальством, там, да, может быть, как бы вот, уходить ли с работы, не знаю, написать ли ему в конце концов, или уж нет, не надо. Вот. Подсказку на завтра. Да, что там, у вас выходной день у всех. Ну, ладно, не у всех. Подсказка, как бы это... Сейчас посмотрю. Здравствуйте, Алена Лукьянова, здравствуйте. Сейчас для Максима. Для Максима мешаю. Подсказка на завтра будет. Для Максима подсказка на завтра. Та-дан! Развивайте свою интуицию. Ну вот такая подсказка на завтра. Развивайте свою интуицию, то есть прислушайтесь к себе. Может, какие-то знаки будут. Вот. Разрешается один вопрос. Не, у нас подсказки бесплатные. Вы можете написать подсказку, я вам дам подсказку на ваш вопрос. Вот. Если вам нужно. Чтобы знать, как развивать интуицию, да? В общем, нужно просто прислушиваться. Вы, когда развиваете интуицию, вы просто чувствуете вот самый первый импульс. Когда вот вы о чем-то подумали, или вот какая-то ситуация у вас возникла, у вас сразу, что вот в голову первое пришло, как вы отреагировали, когда вы увидели в первый раз человека, да, какая-то ситуация, какой-то вопрос. Что вы в первый момент подумаете, как вы почувствуете, вот это ваша интуиция, она вам говорит. Если вы будете прислушиваться, то вы будете замечать, что интуиция, она постоянно работает. Вы постоянно чувствуете. Вы уже знаете наперед вообще, когда общаетесь с людьми, нравится вам этот человек или не нравится. То есть подставит он вас или не подставит. Вы это чувствуете, вам интуиция об этом говорит, подсказывает. Ну, что-то я мешала? Зачем такая? Все, вспомнила. Действовать или не действовать? Действовать или не действовать?
Давайте два варианта будет. Действовать или не действовать. Два варианта. Или три. Три варианта. Действовать или не действовать. Загадайте свою ситуацию, свой вопрос в голове. И выберите вариант 1, 2 или 3. Циферку просто выберите, какая вам больше нравится цифра. А мы посмотрим, действовать или не действовать. Циферка 1. Кто загадал 1? Действовать или не действовать? Действовать. Действовать. Здесь активные действия только за. Это будет для вас хорошо. Видите? Тут на коне скачет. Это такой рыцарь, который уже прям в пути, он уже начал, уже в процессе. То есть действовать обязательно, кто 1 загадал. Спасибо, Максим. Вам тоже спасибо. Вот. Так что, кто загадал двоечек? Двоечки, действовать или не действовать? Ой, двоечки, а вам пока действовать не нужно, вам пока не хватает нужной информации, не хватает опыта, не хватает знаний, чтобы правильно действовать, чтобы был хороший результат. Вот, пока вам не нужно действовать, пока вам нужно набираться опыта, знаний. Двоечкам не надо. Троечки, действовать или не действовать? Троечки, вам тоже не надо действовать, иначе опять наступите на те же самые грабли, шишек набьете. Троечки. Вот. Ну что, сегодня больше нету матросов, нет вопросов. То есть подсказки все? Подсказки все? Все получили подсказки? Давайте посмотрим, на что обратить внимание на следующей неделе. 4 варианта будет, на что обратить внимание. Одним словом, на что обратить внимание, одним словом. Ну ладно, может несколькими. 4 варианта будет, однерочки. Загадывайте любую циферку. На следующей неделе, на что обратить вам нужно внимание. Однерки. На свое внутреннее состояние, эмоциональное состояние. На свои эмоции, на свое эмоциональное внутреннее состояние, вот это на свой баланс внутренний, эмоциональность. Двоечки, на что вам обратить внимание на следующей неделе? Ой, а у вас здесь мыслительные процессы будут. На свои мысли нужно обратить внимание, о чем вы думаете, как вы думаете. Думайте о хорошем, не думайте о плохом, потому что вы это можете приманивать, что ли. Думайте только о хорошем, на свои мысли, как вы думаете, о чем вы думаете. Не думаете ли вы слишком, не в прошлом ли вы, не живете ли вы в прошлом. То есть на свои мысли подумайте. На свои мысли обратите внимание на следующей неделе. На планы, на мысли, на планы. Планируете ли вы? Если еще не планируете, у вас там хаос, в голове много о чем думаете, то вам нужно составить план. Вам нужно привести это в порядок, если много мыслей и планов. Так, троечки. На что вам обратить внимание на следующей неделе? Смотрите, вам нужно... Вы будете вообще перед выбором тут как-то стоять. Вообще тут нужно обратить внимание на действия. Перед тем, как действовать, вам нужно все обдумать, подумать. Прежде чем принять решение, у вас должен быть такой мозговой штурм, чтобы взвесить все плюсы и минусы. Вообще нужно обратить, можно обратить внимание на карьеру можно. На карьеру, на ваше будущее. Вот на это будет внимание. Желательно бы вот на это обратить внимание. Может быть, выбор карьеры, выбор будущего пути, куда вы хотите. Вот у вас как будто выбор будет, как будто вы будете что-то решать, или вам будут предлагать, или вы просто хотите, или вы в мыслях очень много думаете, кстати. Но перед тем, как действовать, это, с одной стороны, и хорошо, вам нужно подумать. Но только долго не нужно думать, потом надо посмотреть, потому что, может быть, уже будет пора время действовать. Но пока это мыслительный процесс. Четверочки, на что обратить внимание на следующей неделе? Четверочки, вот вы, смотрите, вы маг на следующей неделе. На что вам нужно обратить внимание на следующей неделе? Четверочки.
вам нужно обратить внимание на свои цели. Если вы еще не поставили себе цели, то ставьте прямо сегодня, завтра, чтобы на следующей неделе эти цели уже идти и реализовывать. Потому что на следующей неделе у вас будет столько энергии, что вы можете все. Просто все. Вот все, что захотите. Хотите, чтобы там эта женщина завоевать? Все вы сможете. Вы только сделайте план. Да, будьте как бы достойны этой женщины, знайте, что она хочет, да, ну то есть, если вы хотите в карьере что-то, то вы даже можете целый коллектив повести за собой к своей цели. То есть здесь вы можете достигнуть очень хороших результатов. Здесь на что обратить внимание? На свои цели и на свои действия. Здесь нужно поставить прям цель конкретную, ну желательно, если хотите, вот, потому что на следующей неделе у вас будет для этого достаточно знаете, средств, чтобы реализовать, чтобы именно пойти к своей цели. Следующая неделя у вас активная здесь. Обратить внимание нужно вот на то, что вы хотите, на свои желания, на свои действия, как вы добиваетесь своих целей. У вас очень много будет возможностей, кстати, достичь того, чего вы хотите. Замечайте это, обращайте внимание. Анна К., добрый вечер, подсказка на всех. Сейчас все сделаем. Так, для Анны К. Анна К. Подсказка. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Для Анны К. Подсказка. Добро всегда возвращается. Делитесь добрыми делами с другими. Хорошая тоже подсказка. Так. Что-то у вас там что-то неспокойно у вас там. Анна К. Подсказка. Смотрите, какая подсказка. Рискуйте, впереди счастливые перемены. Рискуйте, вам нужно рискнуть. Может, вы где-то сомневаетесь, а он говорит, ну, как бы можно рисковать, можно. Изменения к лучшему будут. Анна К. Подсказка. Ой, ты не в лучшей форме, ты горячая штучка, это факт. Приведи себя в порядок, пусть все увидят, какая ты на самом деле. Тут, возможно, нужно заняться собой. Зарядку поделать, все такое. Как я сегодня начала шоколадку, кстати, есть, насчет вот этого зарядки-то. И ее почти всю слопала. Такая она вкусная. Заняться собой, да? Тут некоторым тоже бы не помешало. Я про себя говорю. Анна К. Послание с будущего. Ой, ты слишком торопишься. Остановись и еще раз все перепроверь. Смотрите, вы мчите со скоростью почти 240 км в час. Вам нужно немножко остановиться и проверить все еще раз. А то взяли разгоны как ракета. Вот. Так что так. Раз подсказки закончились, больше никому не нужны, то мы будем заканчивать эфирчик. Хорошо? Благодарю, Анна-ка, благодарю вас тоже. Ставьте лайки, в общем, мне будет очень приятно. Свечка у нас горела, в самом начале я показывала. Вот, так что увидимся с вами тогда в следующую субботу. Подписывайтесь, нажимайте обязательно на колокольчик, потому что эфиры так-то 21:30, да, но они могут и в 20:30, и 19:30, в общем, по-разному могут начаться, в зависимости от того, могу я или нет, в общем, от обстоятельств разных. Поэтому, кто не хочет пропустить эфирчики, подписывайтесь. Ну все, будем прощаться. Так хочется сказать, котики мои, котики мои, не знаю, почему хочется так сказать, хочется сказать, котики мои, будем прощаться. Давайте увидимся с вами в следующую субботу. Желаю вам классных выходных, отличной недели, чтобы у вас все получилось, суперского настроения, такого вот классного. Вот, на следующей неделе расскажите, что у вас такого хорошего произойдет на неделе. Угу. Я вас похвалю. Все, удачи вам, все, всем пока.